Дорогие друзья, переходим с вами к следующему блоку, который касается периодического голодания. Иногда его называют интервальным голоданием, иногда бывают и какие-то другие названия, более, не знаю, продающие всю эту историю. На самом деле периодическое голодание – это штука одновременно как очень полезная и интересная, так с другой стороны обросла целым рядом мифов и легенд. Опять же, да, некоторые тренеры, гуру питания и прочее поставили это периодическое голодание в основу своей методологии. И, в общем-то, это правда работает. Хотя, с другой стороны, по сути, периодическое голодание не является самостоятельной диетой, а является очень удачной надстройкой к любой диете. Так же, как мы с вами в самых первых неделях говорили, что подсчет калорий – это одинаково хорошо вне зависимости от того, какие продукты вы потребляете. То есть это может повысить эффективность любой диеты, потому что делает ее системной. Ам, Когда у вас системный взгляд на вещи, да, вы абсолютно точно легко понимаете, в каком дефиците вы находитесь сейчас или вы не находитесь в дефиците. А, Смотрите на цифры, понимаете, как конкретно идет ваш прогресс. Можете прибавить, отнять, ну, в общем-то, то, да, как мы ведем людей в физикле, мы вполне конкретно видим, идут замеры, не идут замеры. Вес проваливается с какой скоростью, да, какой оптимальный интервал для человека с данным процентом жира. Все это возможности, предоставленные системностью и подсчетом. И по большому счету без разницы, да, использовал бы человек палеодиету, кето-диету, придерживается ли он вегетарианства или веганства, или, как мы, старается дать минимум ограничений по продуктам, но зато подсчет позволяет втиснуть все, если оно, конечно, втискивается. Не всем, не все, не всегда втискивается. То же самое с периодическим голоданием. Сейчас мы с вами поговорим о всяких разных случаях, методах, да, возможностях перемещения этого пищевого окна, его сокращения. Но по большому счету, опять же, да, без разницы, какое бы питание ни было, к нему можно применить периодическое голодание. Итак, а, давайте начнем с более общей темы и вообще поговорим про тайминг. Опять же, если вы помните материалы первых 2 недель, то в общем успехе некой диеты, да, тайминг занимает очень небольшую часть. То есть по большому счету нас минимально волнует, да, когда мы что съедим, в каком порядке мы что съедим. Результат мы получим, есть более приоритетные вещи. Как то как раз баланс калорий, да, что мы должны все-таки потреблять меньше энергии, чем мы растрачиваем. Баланс белков, жиров и углеводов. Ну или можно сказать, да, добавить еще сюда клетчатку, по большому счету. Важнее, чем тайминг, да, намного важнее, потому что сказывается напрямую на здоровье, на качестве фигуры. Тайминг тоже имеет кое-какое значение, и ну, давайте разберем, да. Популярный миф о том, что большое количество приемов пищи, как правило, фитнес-индустрии почему-то пользовался популярностью интервал в 6 или 8 приемов пищи, небольших, никак не способствует разгону обменных процессов. За этим стояла целая история, что более мелкие частые приемы пищи вроде бы как разгоняют метаболизм. А, Нет. Все, что мы знаем из науки, то, что никак не влияют, и на количество приемов пищи нам пофигу. В рамках физикла мы их, наоборот, стремимся сократить. Это управление привычками, управление сытостью, потому что я думаю, что у вас пазл уже начал складываться. Когда приемов пищи меньше, но не больше, вы действительно можете сначала проголодаться, потом наесться, это действительно дает стабильность, когда у вас достаточно большое количество белка в каждом приеме пищи. Это тоже очень сытно. Когда у вас доля растительности велика в каждом приеме пищи, это тоже очень сытно. А, Ну и в общем, как логическое продолжение, да, мы пришли к такой модели, которую уже можно использовать, можно не использовать. Да, меньшее количество приемов пищи, увеличение именно голодного окна. Ам, Опять же, да, возвращаясь к таймингу, на массонаборе эта стратегия может быть не оптимальной. На массонаборе, наоборот,
ну, не стремление к 6-8 приемам пищи, да, но просто когда тебе нужно наедать большой объем еды для того, чтобы сознательно расти и увеличиваться, а, 4 приема пищи может быть мало. Например, кому-то достаточно, кому-то мало. Использование периодического голодания на массонаборе, например, представляется стратегией не очень хорошей. То есть мы еще сильнее укрупняем приемы пищи. И далее мы еще поговорим немножечко про мышечный синтез с точки зрения его подстегивания. Периодическое голодание и массонабор могут тоже не очень-то сочетаться. Опять же, про тайминг, да, синхронизация питания с тренингом имеет очень большое значение. Мы с вами уже говорили про то, что вокруг тренировки у нас повышенный запрос на аминокислоты, на белок. После тренировки, в зависимости от опытности спортсмена, тренирующегося, да, у нас этот запрос повышен в течение суток для очень-очень опытных людей и половина недели для среднего уровня тренирующихся. Другой момент. Значение имеют и циркадные ритмы. Естественные ритмы человека, которые, естественные суточные ритмы, которые относятся и к циклу сон-бодрствования, и к циклу питания. Ам, Точно так же, да, уровни гормонов отличаются в различное время суток. И опять же, мы про это еще будем говорить, но мы про это, наверное, больше будем говорить, когда мы будем разбирать стресс и сон. Можно сказать, что там мы второй раз вернемся к циркадным ритмам и поговорим про некоторые вещи более глубоко. Тайминг. Несмотря на его, по большому счету, малую роль, он все равно может быть оптимальным и неоптимальным, и на достаточно длительном промежутке времени это может сыграть, это может иметь значение. Мы все знаем отличительную особенность гибкой диеты. Вы многие уже ее практикуете, да? Возможность переесть в один день и вычесть съеденное из следующих дней, создав какой-то дефицит. К примеру, да, у вас случилось социальное событие, вы подсчитали, что вы переели, а, не знаю, на 500 калорий, значит, в следующий день вы вычли 200, еще день вы вычли 200, еще день вы вычли 100, и, в общем-то, вы снова в целевой цифре. Хотя, конечно, существует еще очень дурная привычка, которая бывает у некоторых людей, когда они съедают лишнее, переносят, ну, и записывают на следующий день. В следующий день тоже они эту цифру не компенсируют, они ее переносят на следующий день, как правило, подъедают все больше, 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 и это копится как некий долг, который можно было бы ликвидировать, например, в конце недели, взяв голодный день, но они его не берут или срываются, и получается, что вроде вы в приложение записывали свою дневную норму и как будто бы помещались, по факту переедали ежедневно, по факту в конце недели не получили результат, и все очень плохо. Это я как бы привел вариант один хорошего развития событий, да, когда мы понимаем, что у нас есть определенная гибкость, и мы действительно можем сделать так или по-другому, и от того, что мы сегодня переели, это нам не обрушило процесс, как это обычно бывает, да, с более жесткими диетами, которые ограничивают некоторые продукты. Человек понимает, что, например, он сорвался на хлебушек, будучи на кето, значит, все, он выплыл из кетоза, значит, прогресс уничтожен, значит, сегодня он будет есть углеводы до последнего, очнется через 3 дня. Вот это действительно крах. Гибкий подход хорош чем? Да, хорошо, ну ладно, я сегодня немножечко вышел. Но я понимаю, да, что чем сильнее я выйду, тем сильнее мне потом придется компенсировать. И, в общем-то, аккуратненько, плавненько возвращаю себя в русло, не даю себе возможность срываться прям по полной. А, Ну, в общем, я думаю, что данный подход у вас уже потихонечку приживается. Э, Пока вы в физикле, я настоятельно рекомендую придерживаться планки очень тщательно, потому что кураторы за этим следят. Мы вырабатываем привычку. И пока идет 16-недельный процесс физикла, я вас очень-очень прошу, будьте в своей планке. Привыкайте распределять приемы пищи так, чтобы вам не приходилось выпадать или наоборот не доедать. Если у вас есть социальное мероприятие, куда лучше проговорить это с куратором и совместно просто выработать заранее стратегию, да. А, Опять же, да, что позволяет гибкая диета? К примеру, если у нас есть какая-то планка по калориям, она имеет, грубо говоря, суточное значение, и она имеет недельную сумму.
Если вы знаете, что у вас, например, в пятницу мероприятие, и вы планируете переесть калорий на 500, что вы можете сделать? Вы можете поговорить с куратором и заранее вычесть из какого-то дня 100 калорий, еще из одного 200 калорий, еще из одного 200 калорий. И вы уже как бы накопили немножечко себе запас, который вы можете использовать в пятницу. Опять же, в ту самую пятницу вы можете использовать периодическое голодание для того, чтобы убрать первый, второй прием пищи, к примеру, да, в третий прием пищи съесть сугубо белок и клетчатку, и на свой социальный вечер, на который вы создали уже запас, а, в него съесть больше вкусных продуктов, да, более углеводных, жирных, и, в общем-то, не чувствуя себя стесненным в какой-то социальной ситуации. Это тоже фишка, в общем-то, гибкой диеты. Оптимально ли это? Возможно, нет. К примеру, если в эту пятницу вы не тренировались, и при этом у вас значительное переедание, даже запланированное, скорее всего, с точки зрения композиции, ну, это не оптимально. Если, к примеру, да, вы экономили калории, причем экономили по-суровому или компенсировали и при этом интенсивно тренировались, возможно, это не оптимально с точки зрения восстановления. То есть, когда мы говорим об оптимумах, да, о том, чтобы поймать рекомпозицию, о том, чтобы сжечь максимум жира и сохранить или прирастить мышцы, все равно вот здесь лучше играть с такими вещами как можно меньше. Однако это не исключает того, что это жизнь, мы с вами живые люди, у нас есть свои слабости, у нас случаются праздники, у нас случаются стрессы, случаются срочные мероприятия, поэтому мы всегда пытаемся просто поймать баланс и сделать наилучшим образом из возможных. Ну и вот предпоследняя строка, да, в принципе, все то, что выше я вам и так рассказал своими словами. А, Грамотное сочетание диеты и тренинга, они дают оптимальную устойчивость и оптимальный результат. Качели, зажоры, срывы, откаты, жесточайший дефицит — это все приводит к неоптимальной композиции и к нездоровым отношениям с едой. Внезапное обжиралово в выходные вовсе не прекрасный массонабор. Ну, обжиралово в выходные многие называют читмилом или читдеем. Опять же, да, если мы не ограничены в каких-то конкретных продуктах, мы пытаемся втиснуть немножечко, но каждый день. И куда чаще это работает лучше, чем жесткая рестриктивная диета и обжиралово в выходные, которая вообще может уничтожить процесс и результат. Опять же, да, возвращаясь к теме, когда человек всегда немножечко переедает в надежде скомпенсировать, вот я еще раз скажу, очень нездоровая история. Особенно, когда люди узнают про то, что можно, в принципе, взять голодный день и с помощью него скомпенсировать какие-то свои зажоры. Это превращается в то, что в одни дни человек обжирается, в другие дни морят себя голодом, на следующий день снова срывается, обжирается. Короче говоря, если мы ищем РПП, то вот это как раз путь к нему, к расстройству пищевого поведения. Просто будьте внимательны и осторожны. Инструмент крутой, мы говорим, да, про различные формы голодания, но и применять его нужно здраво и умно. Насколько важен режим? А, Как мы уже поняли, да, не очень важно, сколько приемов пищи и как они распределяются. Важна адаптация к конкретному расписанию. Многие люди также воспринимают гибкую диету, что ну, я ем что, когда хочу, считаю калории и получаю одинаковый результат. Это может быть так с точки зрения фигуры, но это совсем не так с точки зрения здоровья. Скомканный режим приема пищи и хаотичные перекусы вне графика характеризуются следующим. Снижение чувствительности к инсулину после приема. Выделяется больше, работает менее эффективно. Снижение термического эффекта пищи из-за той самой сниженной чувствительности к инсулину. И, между прочим, есть еще другие исследования, да, которые показывают, что по утрам чувствительность к инсулину выше, к вечерам чувствительность к инсулину ниже, и точно так же термический эффект. То есть мы с вами уже говорили, когда говорили в одной из первых лекций про термический эффект, что через низкий процент жира, через менее обработанную пищу можно, грубо говоря, повысить траты, э, повысить расходы на ее усвоение. Если мы ломаем график и тем более переносим большинство приемов на вечер, мы несколько снижаем термический эффект. В исследованиях была цифра до 44%. Поэтому если вы дорожите вот этим рычагом, то, грубо говоря, утро является немножечко более оптимальным.
Опять же, про влияние, про распределение приемов пищи, больше калорий на утро или на вечер мы с вами сегодня еще будем говорить. Эм, Это достаточно большая тема, но она, безусловно, вторична перед соблюдением дефицита, перед устойчивостью на диете. Теряете жир, улучшаете свое здоровье. То есть нету такого, что просто если вы едите больше вечером, значит ужас, впереди диабет и так далее. Нет, конечно, есть факторы более важные. Далее, скомканный и хаотичный график дает повышение аппетита и менее эффективную утилизацию глюкозы. Еще одно исследование, 2016 год, также повышение давления и уровня кортизола в течение дня. Отсутствие режима питания способствует развитию метаболического синдрома. То есть, как правило, мы с вами увязываем э, ожирение, процент жира и такие диагнозы, да, печальные, метаболический синдром, преддиабет и диабет. Однако есть люди сравнительно худые, которые все равно уже с очень плохими анализами, которые, в общем-то, уже говорят о том, что можно присвоить такой диагноз. Здесь играет роль наследственность, здесь играет роль также количество мышц, количество жира, большинство из них все-таки skinny fat, и режим, вот подобный, он тоже играет роль. Если мы немножечко сейчас забегая вперед, да, ну вот последний абзац, а, в общем-то, мы говорим о том, что люди, работающие в ночные смены, обладают худшим здоровьем, худшей чувствительностью к инсулину, да, у них инсулинорезистентность куда более выражена, куда больший риск по сердечно-сосудистым заболеваниям, именно потому что у них сбиты циркадные ритмы, ну, уже, да, цикл сна-бодрствования нарушен, и они зачастую питаются в ночное время, а в ночное время это вот прям совсем не идеал. Ну, процитирую. Из-за несоответствия циркадным ритмам, работа в ночные смены и еда, употребленная в ночное время, условно, абстрактно, между часом ночью и 6 часами утра, можно сказать, там, между 12 и 5, да, это именно привязка к биологической ночи и к темноте, провоцирует развитие метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, несмотря на суточное КБЖУ, употреблять еду в ночное время не стоит. И я прошу здесь не путать с употреблением еды перед сном. Перед сном полный порядок. Но если мы понимаем, что у нас впереди бессонная ночь, мы вынуждены работать, то в это время от еды лучше отказаться. Переходим больше к основной теме, да, вводная по периодическому голоданию. Периодическое голодание – это стратегическое сокращение пищевого окна. Как правило, длительные периоды голода переносятся достаточно легко. Мы говорим о периодах от 8 до 72 часов обычно бывает и дольше, и позволяют полноценно наедаться в периоды приема пищи. Как видите, здесь разбежка очень большая, да, пока что. Периодическое голодание не является самостоятельной диетой, но является отличной надстройкой, помогающей достигнуть и удержать результат. Немало людей далее практикуют его как удобную схему, так как кроме контроля аппетита отмечают и отличную сфокусированность на рабочих задачах, и отсутствие обеденной сонливости. Здесь я не готов привести какие-то конкретные исследования по повышению эффективности. Это больше уже из отзывов, причем и участников физикла, и практикующих в течение длительного времени. Конечно, да, мы не очень любим такие абстрактные отзывы, это звучит как из серии «На кето я худею волшебным образом, потому что инсулин», но факт остается фактом. Для многих людей действительно периодическое голодание является очень хорошей моделью для работы. Ночной сон сам по себе – это уже период голода длиной, ну, грубо говоря, от 6 до 12 часов, в зависимости от того, сколько мы проспали. Старая добрая, памятная, да, не есть там после 18, не есть после 20. Ну, то, что там практиковали иногда наши мамы, возможно, да, тоже вариация на тему периодического голодания. Сокращено пищевое окно. Те, кто не завтракает, в силу каких-либо причин, завтракают кофе и сигаретой, то же самое, по сути, практикуют периодическое голодание. К ночному сну прибавляют еще какую-то часть. Фактически периодическое голодание – это противоположность известному фитнес-подходу. Ешь каждые 3 часа, 6-8 раз в день и получай результат. То есть здесь, наоборот, мы говорим об сокращении пищевого окна, об укрупнении
И несмотря на то, что это по сути противоположно прошлым идеям, работает это не менее эффективно, а зачастую и более эффективно. Разберем. Вот уже из исследований, да, почему периодическое голодание действительно стоит попробовать. Даже небольшое сокращение пищевого окна, завтрак, смещенный на 1,5 часа вперед, ужин, наоборот, притянутый на 1,5 часа назад. Таким образом, да, пищевое окно человека привычное сократили всего лишь на 3 часа. Привело к некоторому снижению входящей энергии и небольшой потере веса по итогу 10 недель. То есть это была диета ad libitum. Людям не контролировали никак входящий колораж или там что конкретно они ели. Просто сокращение пищевого окна уже дало кое-какой результат, уже создало хоть какой-то минимальный дефицит. В другом исследовании ограничение пищевого окна до 8 часов, наша привычная, да, уже, которая на слуху, модель 16-8, но без ограничений по выбору времени, то есть куда эти 8 часов ложатся, на утро, на день или на вечер, без ограничения количества и либо конкретных продуктов, то есть, опять же, диета ad libitum, в течение 16 недель привело к потере 3 килограмм в среднем с удержанием результата в течение года после. Можно сказать, что 16 недель это не какая-то фантастика, то есть 3 килограмма за 16 недель. Однако, да, ограничения в пище не было, был ограничен только тот самый период кормления. И результат. Также ограничение пищевого окна по сравнению с группами без ограничений, без подобных ограничений в исследованиях, не учитывающих калорийность рациона, всегда демонстрируют какой-то результат, ну, в смысле похудения. Поэтому вот уже исходя из этого, можно сказать, что эта модель работает. Люди естественным образом начинают есть немножечко меньше. При этом, при этом, если мы считаем входящие калории, да, если мы контролируем и уравниваем, да, колораж на диете с периодическим голоданием, либо на диете, где приемы пищи распределены по дню, то есть без периодического голодания, но колораж тот же, результат одинаковый. Исследования демонстрируют одинаковые результаты между протоколами периодического голодания и диетами с равномерным распределением приемов пищи в течение дня. Важно еще. Также нет разницы между режимами с одинаковым лимитом калорий на все дни недели, ну, то есть как у вас было до недавнего времени, когда каждый день недели одна и та же планка, или чередованием дней повышенного и пониженного колоража при условии одинакового недельного колоража. То есть если у нас сумма калорий на неделю одинаковая, то фактически разницы не будет, да, будет там в один день больше, в другой день меньше, или каждый день одинаковое количество калорий. Поэтому это дает нам определенную свободу в том смысле, что мы можем в тренировочные дни, например, поставить больше калорий, потому что нас будет мучить голод, и у нас повышенный запрос на восстановление. Мы можем в выходные дни сделать пониженный колораж. И при этом, соответственно, ничего не потерять или создать дополнительный недельный дефицит, да, за счет того, что, например, 1 или 2 дня в неделю мы делаем голодными или просто сильно снижаем калории в эти дни. Поэтому решение практиковать периодическое голодание – это скорее вопрос удобства, а также вопрос управления аппетитом и устойчивости на диете. Наиболее известные методы и виды. Классика от Мартина Бергхама 16-8, и она же называется Lean Gains. То есть 16 часов мы голодаем, 8 часов мы едим. Воинская диета, так называемая, я уже не помню автора этой книги, по большому счету там вся суть, потому что пищевое окно сокращается до 4 часов и 20-часовой 20-часовой период голода. Насколько я помню, там речь шла что-то из серии то ли о римских легионерах, мол, человек целый день был в походе, и вот вечером на привале у него уже был прием пищи, но такой длительный, от пуза. Ну, в общем-то, это все сводится к модели 20/4. Alternate day fasting, то есть чередование голодных дней с днями полноценного питания. Голодным становится от 1 до 3 дней в неделю. И эта модель, кстати говоря, является одной из наиболее удачных, наиболее устойчивых, в общем-то, одна из наиболее применимых к реальной жизни.
К примеру, да, если мы тренируемся через день, возможно, тренировочные дни привязываются а, к дням полноценного питания. Дни, когда мы не тренируемся, это дни сниженных калорий или вообще нуля калорий. Точно так же для нетренирующихся людей зачастую это бывает очень хорошо. Единственное, что не стоит делать, это в рамках подобной модели, при желании сохранить максимум мышечной массы, это голодать подряд там эти 2 или 3 дня. Возможно, эту историю можно делать в силу каких-либо соображений раз в месяц, раз в 3 месяца, раз в полгода, но alternate day fasting – это именно чередование дней. По СМФ многие столкнутся с этой штукой тоже. Protein Sparing Modified Fast. То есть это дни сокращенных калорий, когда мы наедаем белок, ну и, в общем-то, растительность. Бывает модель такая, когда длительное голодание длится 3, 7, 10 и более дней. Если вы помните материал первой недели, там был пример чувака, который проголодал больше года под наблюдением врачей. То есть вообще не ел еду, только пил воду и витамины. Можно это назвать периодическим голоданием, не знаю, но голоданием наверняка назвать можно. Частичное голодание – пропуск наименее важного приема пищи в пользу более крупного и важного. Ну, я думаю, что здесь комментарий излишний. Просто перераспределение калорий в течение дня. Какие преимущества есть у периодического голодания? Почему мы все-таки его любим и ценим? Во-первых, легче переносится. Проще ограничивать себя в течение длительного периода, чем кусочничать. Более крупные приемы пищи. Выше сытость, психологически проще. Далее, легче вписать бургер или другую калорийную пищу. С одной стороны, это плюс, потому что это более социально, это позволяет есть вкуснее, да, либо у нас более мелкие приемы пищи, когда мы вынуждены набирать нутриенты из каких-то более классических, да, более сложных источников, либо у нас больше запас калорий, которые мы можем растратить, и мы туда вписываем какую-то вкусняшку. То есть это, с одной стороны, может дать удобство и социальность, и психологический комфорт. С другой стороны, я сам по себе помню, когда я сокращал, ну, в качестве эксперимента, да, приемы пищи до одного, то есть фактически это был вариант 24, и из-за того, что планка у меня все равно была достаточно большой, там как минимум 2500, я превращал это, ну, в общем, в большой фастфудный зажор и доливал протеин. Возможно, и скорее всего, это уже не оптимально. Таким образом, периодическое голодание, он дает возможности, но опять же можно уйти в не совсем здоровые перекосы. Ну, скорее всего, да, там будет недоеден белок, скорее всего, там будет недоедена растительность, клетчатка, возможно, будет неоптимальный состав по жирам. Ну, как уже сказано, да, проще переживать социальные мероприятия. Экономим калории перед событием, на самом событии загружаемся чем-то вкусным, ни в чем себе не отказываем. Далее, периодическое голодание очень удобно и применимо в путешествии и при попытке прекратить подсчет калорий. Уже мы проговорили о том, что сокращение пищевого окна, как правило, дает людям похудение. То же самое с удержанием. Если я еду куда-то и у меня нет возможности считать еду, я стараюсь сократить пищевое окно, особенно если я еду туда, где мне еда нравится, особенно если еду туда, где мне хочется попробовать много всякого разного. Тогда решением для меня становится как раз сокращение этого пищевого окна. И когда я уже дорвался до еды, я ем все то, что мне кажется вкусным и хочется попробовать. Но опять же, да, это не отменяет подсчета белка в уме или необходимости наедать растительность. Это просто вот какие-то такие надстройки, упрощающие жизнь. Некоторые люди, которые даже, к примеру, считают калории, когда у них есть задача сделать форму, далее в межсезонье они просто переходят на периодическое голодание и такой вот задротский подсчет исключают. Тоже имеет право на существование. Кому-то подходит, кому-то не подходит, но я знаю людей, которые, в общем-то, так держат форму и достаточно сухую, хорошую, и все у них получается. Далее, периодическое голодание экономит время. Часть времени, затрачиваемая на приготовление пищи, на саму трапезу, можно перенаправить на работу, на прогулку, на сон. Грубо говоря, да, если мы едим 2 раза вместо 4, соответственно, мы сократили временные затраты
и усилия в 2 раза, скорее всего. Ну, может быть, не в 2, но в 1,5. В целом, есть редко и много, это достаточно естественно как для человека, так и для многих животных в дикой природе. Если вдуматься, да, питание 6-8 раз в день, оно природой не сильно предусмотрено. Оно не вредно, оно не портит здоровье. Тут не нужно привязывать какие-то истории про то, что чаще выделяется инсулин, поджелудочная устает, инсулинорезистентность нарастает. Нет, исследования ничего подобного не поддерживают, опыт людей ничего подобного не поддерживает. А, Долгие годы идей про фитнес, про то, что нужно есть 6-8 раз в день, никого не свалили в могилу и не сделали диабетиком. Но если мы смотрим в природу, человек просто неплохо приспособлен для довольно длительных периодов голода, и с этим все окей. Давайте поговорим уже о частностях. Периодическое голодание и метаболизм или обмен веществ. Метаболизм в состоянии покоя остается почти неизменным в традиционных для периодического голодания рамках. В одном исследовании голодание снизило расход энергии в состоянии покоя на 59 калорий в сутки. Ну, соответственно, да, чтобы вы понимали принцип, мы не едим, нет входящей энергии, это как-то отражается на нашем неосознанном поведении. Вот, пожалуйста, идет некоторое снижение, но, как видно, небольшое. Метаболизм несколько поднимается к третьему дню из-за выброса катехоламинов, в частности норадреналина, предположительно, чтобы простимулировать ну, голодающего товарища отправиться на охоту. Да, некие такие эволюционные идеи подводятся в исследовании. Далее обменные процессы начнут замедляться. То есть длительное голодание, когда у нас речь идет о днях, некоторые люди очень любят его практиковать, вот оно несомненно ведет к замедлению обменных процессов, но сильно не сразу. Периодическое голодание может влиять на НИД. Те, кто завтракают, имеют чуть больший расход энергии в течение дня. Соответственно, пришла энергия, скорее всего, ты ее будешь тратить. Я прошу обратить внимание, что про НИД мы еще будем разговаривать в другом материале. И там я привожу примеры того, что люди очень по-разному реагируют на входящую энергию и на перекармливание. Да? Кто-то начинает стремительно ускоряться и все компенсирует, кто-то ускоряется немножко и компенсирует далеко не все, кто-то не компенсирует вообще никак. Больше калорий, больше зажирел в чистом виде. Исследования, проводимые в Рамадан, показали снижение активности у постящихся. В Рамадан постятся так, находятся без еды и без воды от рассвета до заката. И снижение активности в течение дня составило порядка 100 калорий. Далее поговорим про очень интересную тему – периодическое голодание и мышечный синтез. Ключевое из исследований. Протоколы периодического голодания не имеют негативного влияния на сохранение мышечной массы на диете. Соответствующее исследование не выявило большей потери мышечной массы на периодическом голодании по сравнению с традиционными протоколами. Из лекции по белку вы помните, да, что мы пытаемся распределить приемы пищи примерно равными порциями в течение дня для того, чтобы подстегнуть мышечный синтез. И вот здесь я думаю, что мы приходим к некому противоречию, да, что, казалось бы, оптимально делать равные промежутки, но, с другой стороны, исследования по периодическому голоданию показали, что для диетящих нет разницы. Хоть приемы пищи распределены и белок распределен, хоть смещен и сгруппирован в одной части дня. Никакой дополнительной потери мышечной массы нет. Однако, такие протоколы, как периодическое голодание, да, смещение пищи в некий один участок, это может быть не оптимальным с точки зрения мышечной массы, то есть массы набора, либо с точки зрения рекомпозиции. Пока у нас недостаточно исследований непосредственно в сочетании периодического голодания и массы набора. В будущем, я думаю, что подобные исследования будут, да, можно будет присмотреться как-то более тщательно, но пока что, скажем так, если человек сохнет и ему для устойчивости удобно применить периодическое голодание, да, для того, чтобы он не сорвался, лучше его применить. Если задача человека это максимальная прирост мышечной ткани, если попытка тщательно словить рекомпозицию, то, возможно, периодическим голоданием стоит не увлекаться и распределение белка лучше все-таки сделать. Опять же, есть и другие интересные варианты, да, которые мы можем применить к себе.
Например, не полное голодание, а сделать один или 2 приема пищи в течение дня. Ну, скажем так, максимально ЗОЖно-ППшными. То есть когда мы набираем, норму по белку, когда мы набираем норму по растительности. Понятно, что это может быть не какая-то феерия вкуса, однако мы оставляем больше калорий из жиров и углеводов в какую-то часть дня, например, на вечер, когда мы более голодны, когда у нас есть какое-то что-то социальное. Ряд исследований показывает преимущество в уровнях мышечного синтеза при употреблении 20 грамм белка и сывороточного протеина каждые 4 часа перед 10 граммами каждые 1,5 часа или 40 грамм каждые 6 часов. Мы помним про то, что сывороточный протеин – это более быстрый источник по сравнению с полноценной едой. Ну, опять, да, это мы с вами вернулись к исследованию про мышечный синтез. А, какова слабая сторона этого исследования? Сывороточный протеин. Потому что если мы едим полноценную еду, высвобождение аминокислот происходит куда как медленнее, и мы действительно можем съесть большую порцию белка, стимул будет достаточный, высвобождение будет плавное и медленное, и в общем получается, что мы достигаем практически того же результата. Еще одно исследование показало преимущество в равномерном распределении белка перед крупной порцией, за ужином, либо перед сном. В идеале последний прием пищи перед периодом голода должен содержать крупную порцию белка из медленного источника – мяса либо казеин. Рост распада белка в противовес синтезу происходит где-то между 15 и 30 часами голодовки. Спустя 20 часов снижается активация mTOR. Вы помните, наверное, эту аббревиатуру из лекции про тренинг. Мышечный синтез идет на убыль. Поэтому продолжительные голодовки – это короткий путь к сливу матушки. Если цель – фигура, форма, то злоупотреблять голоданием не стоит. С другой стороны, голодовка та же самая 24 часа, ну, один раз в неделю, она по большому счету никому ничего не испортит. Но в рамках физикла, да, если у нас человек, который интенсивно тренируется, голодные дни мы им выдаем очень-очень редко. Дни сниженных калорий при достаточном количестве белка – да. Дни полного голодания – скорее нет. Протоколы периодического голодания в целом не оказывают негативного влияния на силовые показатели, однако могут снижать производительность, если тренироваться в голодном состоянии. При периодическом голодании тайминг употребления белка может иметь повышенное значение именно в привязке к тренингу. В идеале тренировка должна происходить в сытом состоянии, и за ней должен следовать прием пищи, содержащий достаточно белка. Вспоминаем лекции про тренинг, лекции про белок. Силовой тренинг повышает мышечный синтез. В отдельно взятой мышечной группе также повышается распад. И нам нужно простимулировать синтез еще сильнее, употребив достаточно белка. Поэтому тренировка внутри голодного периода, она, конечно, имеет право на существование, но было бы неплохо ее как-то совместить с белком.